Готовлю замечательные куличи на быстром, можно сказать, ленивом дрожжевом тесте, без замеса. Куличи получаются красивые, высокие, очень вкусные. Тесто сдобное, в нем много цукатов. Рецепт очень простой и получится у всех. Ароматизирую сахар, цедры апельсина и лимона. Хорошо перемешиваю и оставляю на 5 минут. В теплое молоко добавляю 2 столовые ложки сахара, всыпаю дрожжи, перемешиваю, оставляю на 5-7 минут. В миску выкладываю мягкое сливочное масло, всыпаю ароматный сахар, добавляю соль и 2 чайные ложки экстракта ванили. Хорошо перемешиваю венчиком. По одному добавляю яйца и каждый раз хорошо перемешиваю. В другую миску просеиваю муку, небольшую часть оставляю. В муку добавляю разрыхлитель для теста. Это секрет приготовления этого ленивого теста. Куличи получаются очень высокие и не опадают даже после того, как они остынут. Вливаю в муку подошедшие дрожжи и добавляю масло с яйцами и сахаром. Хорошо вымешиваю лопаткой. Добавляю всю оставшуюся муку. Для рецепта может понадобиться больше или меньше муки. У меня тесто получилось еще очень вязкое, и я дополнительно добавлю еще 50 граммов муки. Еще пару минут вымешиваю лопаткой. Тесто получается достаточно липкое. Смотрите консистенцию. Подбираю его со стенок, закрываю пленкой и ставлю в теплое место примерно на 1 час. Изюм и клюкву заливаю апельсиновым соком, чтобы они стали мягче. У меня 4 формы для куличей. Диаметр 12 см, высота 10 см, но я нарастила ее пергаментной бумагой до высоты 14 см. Бумагу смазала сливочным маслом. Изюм и клюкву переложила в сито и обсушиваю бумажным полотенцем. Соединяю все сухофрукты и цукаты. Присыпаю слегка мукой и перемешиваю. Тесто замечательно подошло. Руки я смазала растительным маслом, тесто слегка обминаю и добавляю цукаты. Вмешиваю их. И сейчас буду наполнять тестом формы. Тесто слегка округляю и выкладываю в форму. Заполняю ее примерно на 1/3. На каждую форму у меня получается примерно по 450 граммов теста. Закрываю все сверху пленкой и оставляю в теплом месте примерно на 1 час. Тесто великолепно подошло, и я отправляю куличи выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35-40 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Формы ставлю на 2-й снизу уровень, включен верх и низ духовки. Если куличи начнут слишком сильно подпекаться, прикрою их фольгой. Куличи испеклись. Проверяю готовность. Достаю из форм и остужаю на полотенцах бочком, так как пока они горячие, они очень нежные. И, конечно, украшайте куличи по своему вкусу. Я делаю очень простую сахарную глазурь. В сахарную пудру добавляю молоко и перемешиваю. Густоту корректируйте по своему вкусу. Но чтобы хорошо держались украшения из цукатов, лучше, чтобы глазурь была густая. Глазурь я еще прогреваю примерно в течение 15 секунд в микроволновке. Так она будет быстрее застывать. Сверху все украшаю цукатами и орехами. Если глазурь начинает застывать, можно ее подогреть. Вот такие красивые и вкусные куличи получились. И по очень простому рецепту.